Конец октября 2025 года стал одним из самых запоминающихся моментов в мире мировой моды. Среди суматохи музыкальной индустрии и волны кей-поп-трендов, которые становились все более глобальными, одно имя вновь привлекло внимание всего мира – Чон Ченгук, золотой Макне, BTS. Но на этот раз не на музыкальной сцене или в центре внимания грандиозного концерта, а перед камерами Calvin Klein, культового модного бренда, существующего уже более полувека. Октябрь 2025 года стал днем, когда мир увидел Ченгука не просто как певца, а как визуальное воплощение современной элегантности и мужественной напористости, соединенных в одном теле. В последней рекламной кампании Calvin Klein Ченгук представлен в минималистичной, но мощной эстетике, воплощающей сочетание честности, свободы и неподдельной чувственности. На официально выпущенном портрете Ченгук предстает в фирменной нейтральной цветовой палитре Calvin Klein, классических синих джинсах, простой белой футболке и черной кожаной куртке, которая подчеркивает линии его плеч и силуэт тела. Мягкое, но контрастное освещение делает каждый изгиб его лица выразительным и естественным, создавая впечатление, которое сложно оторвать с первого взгляда. Никаких лишних аксессуаров, никаких кричащих цветов. На самом деле, эта простота и есть его главная сила. Ченгук излучает спокойное, почти интроспективное обаяние, словно безмолвно передавая послание о том, что истинная красота – это не продукт имиджа, а нечто, рожденное в подлинности. Каждая фотография в этой кампании звучит как заявление: «Я не пытаюсь быть кем-то. Я просто являюсь собой». И в этом суть Ченгука и Calvin Klein. Стиль Ченгука всегда был горячей темой для обсуждения среди поклонников и модных обозревателей, но эта коллаборация ощущается по-другому. Он не просто носит Calvin Klein, он воплощает его в жизнь. Его, казалось бы, простые джинсы стали символом свободы и уверенности в себе. Белая футболка, облегающая тело, не просто одежда, а часть визуального образа, подчеркивающая его природную харизму без излишнего преувеличения. Фотографы компании, работая в минималистичных условиях, с естественным светом и мягкими тенями, запечатлели самую истинную сторону Ченгука – человека, пережившего всеобщее внимание, но оставшегося мягким, искренним и непосредственным человеком. Эта кампания – свидетельство того, как миры музыки и моды стали неразделимы. Calvin Klein, всегда известный своим слоганом «дерзкий», «открытый» и «уверенный», находит свое истинное выражение в Ченгуке. Он был не просто амбассадором бренда, он был олицетворением их видения. С тех пор, как несколько лет назад Ченгук впервые стал лицом Calvin Klein, он доказал свою способность передавать визуальный нарратив с помощью тонкого, но многозначительного языка тела. Теперь, в октябре 2025 года, это партнерство достигло пика зрелости, не только коммерческой, но и творческой. Он появился как фигура, представляющая новое поколение, уверенный в себе без высокомерия, мягкий, но сильный, смелый, но элегантный. И мир заметил это. Через несколько часов после запуска кампании хэштег «Решетка Юнгак Calvin Klein» взлетел на вершины трендов в Twitter и Instagram. Поклонники со всего мира делились фотографиями, видеоклипами и восторженными реакциями. Ведущие модные журналы, такие как Vogue, GQ и Harper's Bazaar, написали почти единодушный отзыв. Ченгук вывел Calvin Klein на новый уровень. Многие также отметили, что его приход ознаменовал смену направления для бренда, от культового бренда к кросс-культурному символу. Calvin Klein больше не был только об Америке или Европе, он был о всем мире, и Ченгук был лицом этого мира. Интересно, что помимо визуального совершенства, многие чувствовали эмоциональную связь с компанией. Ченгук излучает зрелое спокойствие, как будто каждая фотография является отражением его долгого пути. От подростка, начинавшего свою карьеру в юном возрасте, до взрослого мужчины, стоящего теперь со свободной идентичностью. Его глаза на фотографиях излучают зрелость, напористость и нотку ностальгии. Он не пытается соблазнять или бросать вызов. Он просто спокойно существует,
и это делает его пленительным. Для поклонников, которые следили за его жизнью и карьерой на протяжении многих лет, этот момент кажется личным, новой главой в истории Чонгука о взрослении, поисках и, в конечном итоге, обретении себя. Коллаборация Calvin Klein x Jungkook октября 2025 года – это не просто фотосессия. Это диалог между музыкой и модой, между уравновешенностью и смелостью, между прошлым и будущим. Чонгук несет в себе то, чему нельзя научить – ауру, рожденную подлинностью. Он не стремится к совершенству, но именно это делает его таким пленительным. В мире моды, часто перенасыщенном образами, Чонгук был глотком свежего воздуха, представителем поколения, которое ценит красоту за ее простоту. К концу кампании многие осознали одно – Calvin Klein, возможно, и выбрал Чонгука своей моделью, но на самом деле через него мир видел зеркало глобальных культурных изменений. Он был не просто парнем в джинсах и белой футболке. Он представлял новое поколение, которое осмелилось быть собой, которое определяло красоту не через гламур, а через искренность. И среди вспышек камер, студийного света и голосов поклонников в соцсетях одна фраза казалась настолько уместной, чтобы описать этот момент. Чонгук не просто носил Calvin Klein, он сделал его продолжением себя. И съемочная группа один за другим покидала комнату, но среди наступившей тишины осталась одна фигура, наблюдающая с безмятежной улыбкой – Ким Тэхён. Он не пришел как суперзвезда или как товарищ по группе BTS, а как человек, который знал Чонгука лучше всех. Когда съемка закончилась и Чонгук, вздохнув с облегчением, снял кожаную куртку, Тэхён просто смотрел, не говоря ни слова. В его глазах была гордость, глубокая гордость, словно он стал свидетелем долгого пути от некогда застенчивого младшего брата до мужчины, который теперь ведет мир с достоинством и уверенностью. «Ты был великолепен сегодня», — мягко сказал Тэхён хриплым, но теплым голосом. Не знаю, понимают ли в Calvin Klein, что они не просто фотографируют модель, а запечатлевают твой дух, Чонгук-и. Именно это оживляет все это. Чонгук улыбнулся, слегка опустив взгляд. Для него похвала Тэхёна всегда была иной, не как публичное восхищение, которое то появлялось, то исчезало, а как голос, доносившийся из дома. Голос, который давал ему чувство безопасности. «Хён, я боялся», — честно признался Чонгук, садясь в теперь уже пустое кресло гримера. «Каждый раз, когда камеры начинали работать, я боялся, что не смогу показать себя настоящего. Я просто думал, а что, если этого будет недостаточно?» Тэхён подошел ближе, нежно похлопав Чонгука по плечу. Он знал этот страх. Он знал вес каждой позы, каждой вспышки камеры, всех ожиданий, которые мир возлагал на имя Чонгука из BTS. Но он также знал, что под всем этим у Чонгука всегда была смелость, которая никогда по-настоящему не исчезала. «Ты всегда самодостаточен», — мягко сказал Тэхён. «Тебе больше не нужно ничего доказывать. Мир и так знает, кто ты». То, что они видели в Calvin Klein, это не просто красивое лицо, не просто сильное тело. Это твоя искренность, а это невозможно подделать. Чонгук долго смотрел на Тэхёна, его глаза блестели от невысказанных эмоций. Он знал, что за всеми его достижениями стоят люди, которые всегда молча поддерживали его. И среди них Тэхён был тем, кто лучше всех понимал его человеческую сторону. Не Чонгука-суперзвезду, а Чонгука, который все еще нервничал, все еще искал баланс между вниманием и спокойствием. И за сотнями камер и большой сценой дружба и взаимное доверие оставались самыми ценными.